Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Підбиваємо військові підсумки тижня, що минає. Допоможе нам у цьому військовий експерт Роман Світан. Британія передала Україні ракети дальнього радіуса Storm Shadow. Про це повідомили CNN. Що це за ракета і як вона на хід війни може повпливати? Не дальнего, среднего, малого радиуса, то есть дальность около 300 километров, есть 500, но скорее всего нам передали 300-километровые ракеты. Они бывают трех типов базирования. Основные это авиационные ракеты, но есть некоторые модификации ракеты Storm Shadow или Scalp Air, в зависимости от модификации, по-разному называются. Морского старта и подводного старта. Морской старт – это пусковая установка, ракету запускает вертикально, то есть вертикального пуска, и в принципе даже без самолетов, если нам передадут, допустим, тележку, как это было с гарпуном, то есть гарпун, та же самая картина, это морской старт, тележка, и дальше они запускаются уже с земли. То есть если будет тележка, мы можем ее запускать без авиации. Ну, будет авиация, которая может ее нести, то, в принципе, и самолет может также с ней хорошо работать. 300 километров – это минимум, сколько у нас будет. Это мы достанем до Крымского моста. То есть боевая часть этой ракеты, в зависимости, опять же, от модификации, есть тандемная для уничтожения тех же кораблей или бункеров. Первый боезапас пробивает дырку, допустим, в какой-то плоскости, а дальше заходит уже взрывной боезапас, боевая часть, которая заходит в эту дырку и взрывается. Но есть и фугасные, и бронебойные заряды, то есть в зависимости от задач. Полтонны боевая часть, это примерно боевая часть, как у Искандера, как у Кинжала и как у любой практически ракеты, которая к нам идет Х-101, калибр Х-555, то это достаточное количество взрывчатки. Несколько ракет выведут из строя Крымский мост. Это если будет задача по Крымскому мосту. В ракету вводятся данные по GPS-спутникам или по Галилео европейским, и дальше уже она идет на последнем этапе перед целью, делает горку, то есть поднимается, идет на предельно малой высоте, 40-50 метров, перед целью поднимается горка, и дальше по условиям уже маршрута под определенным углом пикирует на цель с большой скоростью. Скорость дозвуковая, правда, но тем не менее она выполняет свою задачу, особенно если их несколько. То есть несколько ракет, 2-3 ракеты в принципе выведут из строя Крымский мост. 1,5 тонны взрывчатки снесут мост в принципе без проблем. Мы это уже видели при взрыве первый раз, то есть второй раз, я думаю, получится. Посмотрим, как они будут использовать, как мы будем использовать эти ракеты. И это будет сразу заметно. То есть взрывная часть, еще раз повторюсь, боевая часть полтонны. У нас таких ракет, в принципе, вот из такого класса вот одна. Як така ракета повпливає, може повпливати швидше, так, на хід війни? І ви казали про, залежить, як ми будемо її використовувати, а як ми можемо її використовувати? Первое, почему Крымский мост? Это логистическая цепочка, через которую идут 30% военной амуниции в Крым и Херсонскую область. То есть через Крымский мост. А 70% идет по сухопутному коридору через Ростов, Мариуполь, Мелитополь. Потому как минимум, уничтожив Крымский мост, мы отминусуем 30% поставки вооружений на Крым и на Херсон. Это вот почему надо сразу с этого начинать, будем так говорить, с Крымского моста. Плюс эти ракеты могут уничтожить базы морского флота в Севастополе, они могут уничтожить корабли, флагманы, носители ракеты «Калибр». Они могут уничтожить большие топливные склады или большие склады боеприпасов. То есть полтонны взрывчатки – это положительный момент. Я думаю, так они будут использоваться. На дальности 300 километров, скорее всего, это будет в основном использоваться все по Крыму. Это самый оптимальный вариант использования по дальности. На ваш погляд, російська ППО здатна працювати з цими ракетами?
Да, любая крылатая ракета дозвуковая, она в принципе с определенной вероятностью уничтожается системами ПВО, даже старыми советскими типа С-300. С-300, С-400 могут перехватить эту ракету. Она по ЭПР, эффективной площади рассеивания, по скорости движения, она примерно такая же, как и российские калибры, Х-101, 555, только меньшей дальности. Эти все ракеты больше 2000 километров, а это просто 300 километров. Но идея та же самая, то есть турбореактивный двигатель, выдвигаемые поверхности, маленький самолетик с одной стороны, но его видно на экранах радаров, дозвуковая скорость, значит любая ракета от С-300 и выше ее перехватит. Дело в том, что сама ракета, она может использоваться как система радиоэлектронной борьбы для других ракет или как ложная цель. То есть рой ракет, допустим, там до 10 ракет, половину, может даже большую половину россияне могут сбить, но 2-3 ракеты, 3-4 ракеты из десятка точно пройдет. То есть в таком режиме можно пробивать систему противовоздушной обороны противника. Чи британці таким чином зададуть хороший тон, і після цього, умовно кажучи, американці нам передадуть атакамси? Вряд ли это такая связка прямая, потому что это все-таки крылатые ракеты, а не баллистические. Вот если бы нам наши партнеры с Великобритании передали баллистические ракеты, там есть некоторые ракеты у турецкого производства, тоже где-то 300-500 километров. Вот если бы они нам передали вот эти ракеты турецкие, то вот после этого, я думаю, нам бы уже точно дали атакамсы. А это все-таки крылатая ракета, она чуть другого вида. Хотів би також поговорити з вами про ситуацію в Бахмуті. Є такі хороші тенденції, про які пишуть, зокрема, генерал Сирський говорить про те, що подекуди ворога вдалося відкинути на 2 кілометри. А ще писали, що 2 російські роти знищені, власне, біля Бахмута. Чи така тенденція продовжиться і взагалі що відбувається там? Южная клешня российских войск, которая пытается окружить Бахмут, с юга, это со стороны Курдюмовки на Клещиевку, дальше на Ивановское. Вот эту клешню сейчас российские войска пытаются удержать, а украинские войска пытаются отсечь со стороны с юго-запада на Клещиевку и дальше на Бахмут. То это клешня, которая с юго-запада обнимала, можно так сказать, Бахмут, она будет отсечена. То как раз в этом направлении наши войска и начали двигаться, и очень успешно. Практически первый удар наших разведгрупп уже привел к уничтожению нескольких рот россиян и бегству остальных. Ну, естественно, они просели на несколько километров. То есть продолжение такого движения деблокирует Бахмут. И трасса, это как раз в районе трассы с Константиновки на Бахмут, она будет освобождена, и мы получим хороший, удобный механизм доставки военной амуниции уже и военных грузов в Бахмут для поддержки нашего гарнизона Бахмутского и для развития наступательных действий, если будет поставлена такая задача. Потому сейчас на всей, не только в районе Бахмута, на всей линии фронта активизировалась наша разведка, проводится разведка боем уже несколько дней по сухой погоде, уже техника тяжелая подходит, и такого же рода мероприятия сейчас проходят и в других частях фронта, и в районе Орехова, Гуляйполя, и Угледара, там также есть такого же плана продвижения, и на севере Авдеевки. То есть вся линия фронта, мы сейчас щупаем оборону противника, ну а дальше в зависимости от замысла главкома будет принято решение на прорыв. А вот прорыв, это правильно называть прорыв, то есть наступление уже началось. А вот прорыв, он будет освещен и подан уже вроде как наступление. Хотя с военной точки зрения это вот прорыв где-то будет 10-15, может быть 30 километров до третьей линии обороны. А дальше уже в зависимости от устойчивости российских войск. Если в каком-то месте произойдет каскадное обрушение фронта, как это было в районе Балаклеи, когда мы шли на
Купянск, то в этот прорыв двинутся уже резервы и дальше выход на оперативный простор и разворачивание согласно плану. Ну, это мы посмотрим за развитием событий. Я думаю, до июня месяца такого рода развития мы увидим. Ви зачепили щойно масовану наступальну операцію України, і Володимир Зеленський сказав, що нам потрібно все-таки почекати, нам все одно потрібно трохи більше часу. Чи цей наступ він буде чим пізніше, тим успішніший? Чем позже, все зависит от той техники, которую нам пообещали поставить в последнее время. Я так понимаю, за последний месяц наша дипломатия, наше военно-политическое руководство достигло определенных успехов в поставках, увеличения поставок и увеличения номенклатуры техники и боевых средств поражения. Потому, исходя из эффективности использования этих новых средств, их лучше подождать, потому что выполнение боевых действий уже с новой номенклатурой уменьшит наши потери. А если, допустим, получим самолеты, ну это как летчик говорю, если получим что-то типа F-16, это на порядок уменьшит наши потери, где-то разов 10 как минимум живой силы и техники. Потому если есть такая невозможность, если есть такая необходимость, то есть точно есть понимание, что подождем там несколько недель, ну придут, допустим, самолеты или что-то такого уровня, то надо однозначно подождать, все-таки потери они несовместимы со скоростью. Здесь не проблема. Нам в этом смысле торопиться в принципе некуда. Хотя всего лишь 5 месяцев лета, сухой погоды, то есть здесь есть тоже моменты, связанные с некоторым коридором времени, то есть окном возможностей. Но я думаю, все-таки ради того, чтобы уменьшить наши потери, лучше подождать. Що відбувається в Енергодарі? У МАГАТЕ повідомили, що окупанти евакуйовують місцеве населення, а також Дмитро Орлов, мер Енергодара, повідомляв, що окупанти вивозять документацію. Що там відбувається, що за процеси такі? Это протокольное действие любой уважающей себя, с одной стороны, оккупационной власти, которая прогнозирует движение противника на прорыв и прогнозирует отход. То есть с линии фронта отвозится сначала, перевозится в глубину армейскую, а может быть и глубже, это до сотни, а то и больше километров, перевозится документация, перевозятся оккупационные власти, коллаборанты, плюс население, которое пожелает выйти из-под удара идущего фронтальных ударов. То есть, в принципе, это протокольное действие. Оно прогнозируемо и нами, прогнозируемо, естественно, и россиянами. Вот они пытаются его выполнить. Но это значит, они прогнозируют глубокий прорыв наших войск практически до Мелитополя. Так как именно такого рода движение до Мелитополя из-под Орехова вынудит россиян уходить из-под Энергодара. То есть это как раз мы видим елементи підготовки к такому роду движенню. Пане Романе, ми вже спілкувалися з вами щодо збиття кинджала. Тепер Америка підтвердила цей факт. Чи після цього випадку збиття кинджалу якимось чином Росія змінюватиме тактику обстрілів по цивільній інфраструктурі? Они сейчас могут провести разведку до разведку расположения патриотов, батарей патриотов, нарисовать себе карту, где батареи и пусковые установки могут сбивать кинжал и могут бить кинжалами в другое место, там, где еще нет патриота. У нас для того, чтобы закрыть только периметр Украины, нам надо около 3 комплексов Патриота. Это по 8 батарей в комплексе. 24 батареи нам надо. А у нас только есть подтвержденных 2, плюс 2 пусковых установки. То есть, в принципе, нам надо в 10 раз больше Патриотов, полностью комплексов. Ну, не комплексов, а в 10 раз больше пусковых установок, если считать по пусковым установкам или по батареям, чем у нас есть, для того, чтобы закрыть всю Украину. Потому у нас, можно сказать, 90% Украины от кинжалов не защищены.
И вот этим будет пользоваться враг однозначно. То есть кинжалы не будут использовать, могут использовать Искандеры, хотя в последнее время они их, скорее всего, накапливают. Ну и однозначно будут использовать крылатые ракеты. У них вот уже сейчас где-то еще около 3 десятков ракет, как минимум, если считать, с 9 марта они начали производить, даже если с нуля считать, то у них уже около 3 десятков ракет есть, типа калибров и Х-101, плюс НЗ, неприкосновенный запас. Они в любой момент могут выполнить удар по инфраструктуре, по логистическим цепочкам, по местам сосредоточения наших войск и рассредоточения войск, которые сейчас перебрасываются на линию фронта. То есть не снялась угроза абсолютно. Количество уменьшилось, мы это видим. То есть они в районе 2 десятков ракет отправляют в каждой волне. Но то, что они могут организовать общее количество, чуть ли не 70-80 ракет, могут, да, отстреляют все, но потом произведут, восстановят. Но, в принципе, могут. Якщо продовжити тему ППО, то нам США на 1,2 мільярди доларів так нададуть новий військовий пакет військової допомоги, а також Чехія нам передасть ЗРК Куб. Що це за зенітно-ракетний комплекс? Это старый советский зенитно-ракетный комплекс, армейский, малой дальности, но это как раз то, что нам надо. Это на гусенице 3 ракеты, пусковая установка, 15-16 километров берет, но это как раз вот именно тот комплекс, который будет прикрывать движущиеся войска. Армейское ПВО. То, что нам передадут по 1 200 000 000, как минимум там большие плюсы вызывает передача 155-х снарядов, скорее всего это будут плюс снаряды к Хаймерсам. Ну и важно зенитно-ракетные комплексы, большое количество ЗРК, Хоук вместе с ракетами. Хоуков много, тысячи штук произведено. Ракет десятки тысяч штук, они уже практически сняты с боевого дежурства, и они увеличат плотность нашей системы ПВО. Кстати, их можно использовать и как армейскую ПВО, то есть перебрасывать за движущимися войсками. Они также будут прикрывать с воздуха, но это уже системы средней и большой дальности. То есть это как раз то, что прикроет на больших дальностях наши наступающие войска. Хотів би також ще з вами поговорити щодо процесів, які відбуваються в країні-терористі. Зокрема, чому 9 травня парад в Москві був такий, як був, тобто короткий і зовсім практично без зброї? Он практически не готовился. Буквально последние сутки, скорее всего, Си Цзиньпинь, Китай заставил лидеров ОДКБ приехать и поддержать Путина, и они не готовили этот парад, так как не было авиации, не было большей части техники, ну а тот танк, который двигался, это будущее России после выплаты репараций и контрибуций, ну, естественно, судебных исков, оплаты судебных исков, им не на что будет содержать армию. То есть такой назад в будущее крайняя серия. А вот то, что на парад приехали лидеры ОДКБ, это как раз говорит о том, что, скорее всего, Си Цзиньпинь попытается напитать российскую армию техникой, выдавливая ее из стран ОДКБ. Он предложит, эти все лидеры вот в полном составе, в котором они были в Москве, они все потом через несколько дней будут у Си Цзиньпиня на ковре. Но скорее всего, он им предложит китайскую военную технику, а взамен этого они должны будут отдать старую советскую, которая у них есть, россиянам. И вот тут же после визита этих лидеров Путин подписал указ о подготовке и призыву военнообязанных. Не мобилизация, а пока в режиме таких так называемых партизан. Но элементарно все эти люди могут быть тут же мобилизованы уже после прохождения определенных курсов. То есть, скорее всего, увидели российские и китайские, особенно китайский
лидер увидел, как можно поддержать российскую армию. За Путиным живое мясо, за Си Цзиньпинем, за Китаем железо, техника и боеприпасы. Вот механизм уже понятен. Отдаст китайское всем странам, которые были все: Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Киргизстан. Вот эти страны получат китайское оружие, а передадут советское России. И они, в принципе, смогут где-то до 300-400 тысяч человек к концу лета, начале осени подготовить. Примерно будет та же картина, как вот в прошлом году после объявления мобилизации, но техника будет старая советская. Також рот Путіна, прес-секретар його, так, Дмитро Пєсков, заявив, що Росія частково досягла цілей, як вони називають, спеціальної військової операції, що ці цілі нібито частково досягнуті. Чому така риторика? Чи це, можливо, підготовка до жесту доброї волі? Ну, пока не видно в риторике чего-то нового, то есть это практически все, что они последние полгода подтверждают. То есть цели спецоперации, выход на границы Донецкой и Луганской области, частично достигли, почти вышли на границы Луганской области, не дошли никуда по Донецкой области. Это вот есть, это и есть частичное исполнение СВО. А вот что говорит это о том, что идет подготовка, скорее всего, к уже остановке СВО. То, что мы ждали, что 9 мая это будет обозначено Путиным, то есть остановка СВО, переход в глухую оборону. Но если посмотреть на количество техники, которая еще есть у россиян, у них еще есть на несколько недель техники, которая может, это техника наступательная. В основном танки, да, БМП, они могут выполнять еще по хорошей погоде наступательные действия. И, скорее всего, будут и выполнять их на Донецком и Луганском фронтах, будут пытаться улучшить свое будущее оборонительное положение. То есть, скорее всего, они используют эту технику до конца мая, там, до начала июня, и только потом объявят об остановке СВО, как выполнивший свою задачу, ну и дальше будут переходить в глухую оборону, будуть видержувати наше наступлення. Насамкінець питання дещо політичне. Екс-очільник Моторсічі Богуслаєв попросив, аби його поміняли в Росію. І зараз точиться дискусія. З одного боку, ми можемо за нього визволити десятки наших героїв, які перебувають там в полоні. З іншого боку, він може здати багато держтаємниць, доступ до якого він мав, зокрема, щодо Моторсічі. Міняти чи не міняти? Нельзя менять. Это носитель гостайн, у него был доступ к гостайнам, и он принесет очень большой вред, если будет бесконтрольно, без нашего контроля, так как Моторсич это одно из основных наших предприятий по производству двигателей, и все связи, которые на нем были, на Богуслаеве, он может принести большой вред производству и, естественно, Украине. Однозначно менять его нельзя. А наших хлопцев менять надо на российских военных. Сейчас их будет больше, чем наших военнослужащих в плену. То есть в ближайшее время мы наберем обменный фонд. И здесь главное сейчас убрать политическую составляющую, убрать эту завязку обмена пленными на прокачку аммиака. То есть вообще загнать этих политиков, которые пытались как-то привязать обмен пленными, загнать за Можайск и дальше включить механизм или продолжить механизм обмена пленными по стандартной военной схеме, когда этим занимаются разведки. Есть стандартный подход к обмену пленными во всех войнах, во всех армиях. Разведки, военная разведка одной страны, военная разведка другой страны производит обмен пленными, причем очень просто, голова на голову, то есть меняются один к одному, дальше меняются раненые, тяжело раненые, просто отдаются тела погибших. Это общепризнанный мировой подход к военным конфликтам. Вот он нарушается тогда, когда кто-то начинает
из политиков, прикрываясь обменом пленными, решать какие-то задачи экономические, какие-то местные, неважно, какие угодно, пиарные, и тогда обмен пленными останавливается, и пленные переходят в разряд заложников. И их как заложников использует другая сторона для того, чтобы улучшить свои позиции в переговорном процессе, как это вот сейчас, допустим, может быть у нас по прокачке аммиака. Как только обозначили, что обмен пленными будет за прокачку аммиака, все, это заложники, их никто уже отдавать не будет. И останавливается процесс, только идут так называемые, мы в свое время, я занимался обменом пленными с 2014 года, несколько лет. Это называется блатные, то есть в хорошем, плохом смысле это просто обозначение. То есть когда меняются только те, за которые можно что-то выменить. Больше, меньше, вот как Богуслаев. Вот Богуслаев по нашей терминологии был бы блатным. То есть за него можно было кого-то выменить. Вот только такие люди тогда меняются, когда остальные в заложниках какой-то, допустим, схемы аммиачные. Потому сносить политиков, забыть за все схемы и только разведка в очень тихом режиме, без подсветки абсолютно никакой. Максимум можно сказать, вот обменяли сегодня 50 на 50, завтра 100 на 100, послезавтра 300 на 300. Вернули наших тяжело раненых, вернули тела погибших. Вот только в таком режиме опять обозначать это должна только разведка. Или разведка сама напрямую, либо, если ей разрешено это делать, либо прес-центр Генштаба. Я дуже дякую вам, я дуже дякую за розмову. Про те, чи поміняє хід війни британські ракети Storm Shadow, про ситуацію в Бахмуті та міняти чи не міняти Богуслаєва, говорили ми з військовим експертом Романом Світаном. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, побачимось.